Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе невероятные события. Канцлер Фридрих Мерц готовится к своему 70-летию, но внимание привлекло не торжество, а то, кто не появится среди приглашенных. Ангела Меркель пропустит прием, ее отсутствие уже комментируют в политических кругах. Параллельно в Москве немецкий дирижер Юстус Франц получает орден дружбы, и это вызывает вопросы у правительства Германии. А в Австралии вводят одно из самых жестких ограничений на использование соцсетей детьми. Тема, которая может дойти и до Европы. Все эти последние новости часа разберу за пару минут. Спасибо за поддержку канала подпиской и что делитесь этим видео с друзьями. Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц готовится отметить свой 70-летний юбилей 11 ноября. Торжественный прием в честь дня рождения пройдет во фракции Христианско-демократический союз в здании Рейхстага. Пригласили около 300 гостей, депутатов, премьер-министров федеральных земель и членов партийного руководства. При этом бывшая канцлер Ангела Меркель не посетит мероприятие. По словам ее представителя, приглашение официально не зарегистрировано, а сама она будет находиться в зарубежной поездке. 10 ноября Меркель получает почетную степень в Израиле. Несмотря на это, она намерена направить Фридриху Мерцу рукописную поздравительную открытку. Отношения между Мерцем и Меркель, напомню, остаются напряженными. Меркель ранее критиковала курс новых правительственных решений, а Мерц высказывался о необходимости обновления партийной линии. Однако в официальных сообщениях отмечается, что юбилейный прием будет следовать строгому протоколу и официальному формату без личных подарков и без публичных речей сторон. Стоит подчеркнуть, что Мерц станет первым канцлером Германии за более чем 60 лет, которому будет более 70 лет в момент празднования. Последний в такой факт датируется временем канцлера Конрада Аденауэра. Следующая новость вызывает обеспокоенность у Европы. В Москве немецкий дирижер и пианист Юстус Франц получил государственную награду за вклад в культурное сотрудничество между Германией и Россией. Торжественная церемония состоялась в официальном формате. Франц, которому сейчас 81 год, прилетел в российскую столицу, несмотря на действующие санкции. В своей речи он отметил, что посвятил жизнь исполнению русской классической музыки и работе с российскими музыкантами. Цитата: «Для меня большая честь находиться здесь сегодня», — сказал он. Однако награждение вызвало обсуждение в Германии. Многие напомнили о его прежних поездках и публичных выступлениях. Некоторые политические круги Германии считают его действия неподходящими на фоне ограничений, введенных против России со стороны западных стран. Следующая новость вызывает большой интерес. Правительство Австралии расширяет запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. С 10 декабря пользователям этой возрастной группы будет запрещено регистрироваться и оставаться зарегистрированными на таких платформах, как Reddit и Kik. Эти сервисы присоединятся уже к включенным Facebook, Instagram, TikTok, X, ранее Twitter, Snapchat и другим. Руководитель австрийского агентства по онлайн-безопасности указала, что список платформ будет динамичным и может быть еще расширен. Власти подчеркивают, этот закон направлен на защиту психического здоровья подростков и профилактику зависимости от социальных сетей. Компании-операторы соцсетей обязаны подтвердить, что пользователи младше 16 лет не имеют доступа к аккаунту, иначе грозят им штрафы до 50 миллионов австралийских долларов. Закон не предусматривает исключения для детей с согласия родителей или уже имеющих аккаунты. Новая мера делает Австралию, внимание, одной из первых стран в мире, которая вводит столь жесткое ограничение на цифровую активность подростков. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии стремительно растет число магазинов, где покупатели рассчитываются без кассиров. Из около, внимание, 710 тысяч кассовых линий к сегодняшнему дню каждая 18-я организована как самообслуживание. По данным института, в 2025 году в немецкой рознице уже установлено около 38 650 касс самообслуживания, почти в 2,5 раза больше, чем 2 года назад. Пользователи охотно переходят на новый формат. По результатам опроса почти 2/3 взрослых потребителей использовали самообслуживающиеся кассы, 19% всегда, а 43% иногда. При этом почти каждый пятый пока не опробовал такую кассу или отказывается использовать ее по привычке.
Главной причиной перехода называют снижение очередей и ускоренный процесс оплаты. Однако у формата есть и серьезные минусы. У самообслуживающихся касс выше риск краж. Торговые сети отмечают рост случаев недоплаты. Магазины активно внедряют систему видеонаблюдения и программный анализ поведения покупателей, чтобы именно снизить эти потери. Ритейлеры уверяют, нагрузка на персонал действительно уменьшается, склад и оформление не требуют такого же числа сотрудников, как традиционная касса. Некоторые сети планируют полностью отказаться от кассиров в отдельных форматах, особенно в магазинах у трасс и супермаркетах с небольшой площадью. Новая тенденция показывает, цифровизация и автоматизация в ритейле набирает обороты. Для покупателя это однозначно удобство, но и изменения в привычках. Магазины, в свою очередь, получают шанс оптимизировать расходы и ускорить обслуживание. Однако им придется учитывать риски и повышать безопасность. И это только начало. Корпорация Rheinmetall объявила о заключении крупного контракта на поставку оборудования оборонного назначения, который может достигнуть 200 миллиарда евро. Об этом сообщает генеральный директор компании Армин Папер во время официальной церемонии закладки нового завода в Баюагале, Литва. Завод будет построен совместно с литовским государством и рассчитан на производство компонентов для оборонной промышленности. Инвестиции в завод достигают приблизительно 300 миллионов евро, и ввод завода планируется на 2026 год с постепенным наращиванием объема в 2027 году. Рабочие места до 150 человек на старте. Пайпер подтвердил, что контракт находится на финальной стадии согласования. Компания ведет рабочие консультации с правительствами ряда европейских стран. По его словам, речь идет о проекте в сфере оборонного производства. Проект стал частью стратегического направления компании, расширения производственных мощностей в Восточной Европе и участия в развитии европейской промышленной кооперации. А дальше еще интереснее. В Германии разгорается спор вокруг цен на зарядку электромобилей. Монопольная комиссия – это государственный экспертный орган, который следит за конкуренцией на рынке, опубликовал доклад, где заявил, стоимость зарядки на публичных станциях завышена. Сегодня водители электромобилей в Германии платят, внимание, от 60 до 90 центов за киловатт-час. Это в 2-3 раза дороже, чем дома. Причина – недостаточная конкуренция между операторами и непрозрачные тарифы. Комиссия предупреждает, при таких ценах электротранспорт теряет свое главное преимущество, то есть экономию. Автомобильная ассоциация Германии поддержала эти выводы и напомнила, если электромобили станут дороже в эксплуатации, люди просто перестанут их покупать. Правительство уже отреагировало, канцлер Фридрих Мерц и министр экономики заявили, что готовят новый закон. Он должен сделать цены на зарядку понятными и ограничить возможность злоупотребления на рынке. Эксперты считают, если эту проблему не решить, планы по переходу на зеленый транспорт окажутся под угрозой. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.